Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте обсудим, какие события, какие новости происходят и какие движения предполагаются сейчас на вечерней сессии по доллару, нефти, золоту, рублю и другим активам. Так, ну давайте начнем, наверное, с Телеграма. Постил я вот вчера в ночь, вышли данные S&P. S&P провел расчет относительно того, какие у него ожидания по росту мирового ВВП и по России. По России рост ВВП делает он совсем неутешительный. 2% это рост, который обеспечивает хороший уровень жизни в развитых странах. В развивающихся типа России это стагнация и ужас-ужас. При этом инфляция в 2 раза больше роста. То есть вот эта вся ситуация, это называется сползание в яму, скажем так. Так, ну вот если к российской новостной повестке переходить, то здесь вот и Росстат отчитался о снижении реальных доходов. То есть все как бы накладывается одно на другое. И, соответственно, начинают всякие оказии происходить. Бой между Киргизией и Таджикистаном. Там кто-то повесил на столбе камеру, которая должна была отслеживать, что там у водораспределительного узла происходит. И из-за этого произошло боестолкновение. Но на самом деле этих камер массу вешали ранее, ну или что-то другое делали, никаких боестолкновений не было. То есть здесь налицо идет разогрев ситуации. И, наверное, в ближайшее время мы увидим в разных частях обострение, там, где какие-то этнические конфликты были, нерешенности, будет все это разогреваться, как тлеющие угли. Ну, здесь всегда происходит таким образом ситуация, потому что при ухудшении экономических условий сразу все противоречия, они вылезают наружу, к сожалению. Так, Миллер объявил об изменении стратегии Газпрома. Но дело, конечно, благое, уже давно пора было бы газ перерабатывать, потому что, просто его поставлять, это на самом деле не совсем правильно. Надо создавать прибавочную стоимость и продавать результаты труда, а не то, что добывается из земли. Так, но здесь это связано опять же со спецификой сырья, что газ, который залегает в глубоких пластах, является более многокомпонентным, то есть там не метан, там есть и этан, это фактически две молекулы метана сшитые, есть и более сложные углеводороды. И, кстати, вот начинают усиленно прорабатывать тему добычи гелия. Гелий – благородный газ, он в ближайшее время будет играть очень важную роль, потому что он, в общем-то, жидкость, которая имеет самую низкую температуру кипения, и он активно используется там, где сверхпроводники и нужны очень эффективные и очень хорошие охлаждающие агенты. Ну, то есть там, где процессоры высокомощные и там, где сверхпроводники. Соответственно, то есть в ближайшее время гелий будет пользоваться очень высоким спросом, потому что надо будет передавать электроэнергию, это все будет делаться через сверхпроводниковые, скорее всего, каналы. Ну, а эти сверхпроводниковые каналы для поддержания температуры, их наиболее рационально заполнить именно сжиженным гелием. Но мне, правда, непонятно, откуда такое количество сжиженного гелия они возьмут. Как бы гелий это очень достаточно редкий на Земле инертный газ, хотя во Вселенной он составляет одну из основных масс вообще состава Вселенной. Это гелий, водород, гелий, наиболее распространенные элементы. Но у нас вот его очень сложно найти, и поэтому добыча гелия в ближайшие 20-30 лет, я думаю, станет очень важной и актуальной задачей. Но вообще обычно его выделяют из воздуха или из различных газов, которые возникают при добыче природных ископаемых. Но правда, вы знаете, я здесь ничего такого нового не увидел. Я не увидел фраз о том, что будут строиться заводы, которые будут производить, например, тот же полиэтилен или полипропилен или еще что-то. То есть речь идет просто о выделении других фракций газов. Вот. Но на самом деле нельзя сказать, что здесь, в общем-то, что-то такое инновационное в этом. Так, ну вот Рэй Далио не устает отжигать. Теперь он увидел отголоски гражданских войн и революций. Ну, на самом деле это капитан очевидность, потому что когда происходит ухудшение условий жизни, когда
усиливается расслоение общества. Во все времена это приводило к определенным потрясениям. Поэтому, извините, дорогой Рэй, но ничего нового я в вашей речи не нашел. Так, друзья, ну вот давайте еще немножко российской прессы для пущего трэша. Ну, я не уверен, что вот французский бизнес, которого призывают ложиться, он горит желанием вообще вкладываться в Россию. Он, скорее всего, будет вкладываться в различные зеленые технологии, никак не в Россию. Здесь даже вопрос не геополитики, хотя геополитика тоже играет существенную роль. Здесь вопрос заключается в том, что Европа, она переориентировала, и даже если не полностью переориентировала, то переориентирует в полном объеме всю промышленность на зеленые технологии. Российская, то, что связано с Россией, это в основном добыча сырья сгораемых ископаемых, и поэтому для французского бизнеса, наверное, не очень выгодно вкладываться в проекты, которые здесь реализуются. Что-то поставлять, произведенное во Франции и Европе, да, но здесь что-то организовывать, я думаю, что это они не откликнутся на такой призыв. Так, друзья, ну вот еще такая штука, что все забито новостями по поводу резолюции Европарламента об отключении России от SWIFT. Но на самом деле Европарламент к SWIFT не имеет никакого отношения, это коммерческая организация, рычагов влияния там также не очень много, и поэтому все это скорее больше декларативный характер. Ну, а то, что касается тренда движений, мы с вами знаем, что будут на всю котлету пытаться постепенно перекрывать и отодвигать. Вот, SWIFT они сейчас не отключат, его вообще не отключат, я так думаю. Его отключат только в последний момент, когда будут створки шахт открываться. Но движение вполне как бы предсказуемо, то есть всевозможные пугалки, страшилки достают. Так, ну вот сегодня еще вышли данные по Германии, количество безработных. Тут не очень хорошая информация, но на самом деле, я думаю, на текущий момент она существенной негативной роли не сыграет. Сейчас мы посмотрим попозже по евро. И по Америке вышла отличная информация по ВВП, 6,4% вместе с 6,1%. Ну, первичные заявки по безработице, там небольшое увеличение, но опять же здесь величина это очень волатильная, и она двигается и в одну, и в другую сторону. Я думаю, здесь особого влияния она ни на что сейчас не окажет, хотя, в общем-то, это помечено как важная макроэкономическая информация. Потому что тренд идет на снижение первичных заявок, и тренд этот не переломить. 200 миллионов вакцинированных в Соединенных Штатах. И, соответственно, то есть это будет первая страна, которая, она по сути, плотно подсев на коронавирус, первая вышла из этой ситуации и успешно решила проблему. Так, ну вот на самом деле вот эти новости, которые я в телеграм-канале опубликовал, вот это уже серьезно, это уже не там шутки со свифтом, которые никто не будет отключать. Снятие санкций с Ирана приведет к тому, что нефть потечет рекой, а Иран давно этого жаждет. И здесь как бы логично возникает вопрос, есть саудиты, которые более или менее лояльные. Есть Иран, который вышел на рынок. Есть сами Соединенные Штаты и слацевики. Российская нефть как бы в такой ситуации начинает немножко мешать. Конечно, совсем ее не закроют для того, чтобы поддерживать баланс цен. Но существенные ограничения ввести для того, чтобы могли свои люди продавать нефть, это вполне. Так что вот это, с моей точки зрения, уже действительно реально страшный момент, который, если реализуется, он приведет к дестабилизации ситуации. Так, ну и вот, опять же, проблема с поставками. Проблема с поставками, которая дополнительный виток в инфляцию издержек вносит нехватка чипов для производства автомобилей, для производства всего, и как следствие будет все дорожать. Так, друзья, далее Baltic Dry. Ставлю недельный таймфрейм, чтобы вы увидели весь ужас картины. Baltic Dry выбивается из вот этого консолидационного диапазона, и по сути сейчас, судя по всему, уже устойчиво развивается движение, у которого цель 4000, и в случае дальнейшего пробоя 4,5 будет повторение подвига 2008 года. То, что происходит сейчас, это как раз следствие, с одной стороны, избыточной
ликвидности, избыточной денежной массы, которая в том или ином виде всюду гуляет. И второй момент — это то, что нехватка комплектующих, то, что пробудилось, оно требует больше товарных запасов, полупроводников и так далее. Вот, и, соответственно, здесь не поспевают перевозить, из-за этого идет стремительный рост. Судя по текущей динамике, эта ситуация, она будет усугубляться. И вот этот рост, он уже как бы ведет к тому, что сценарий во всем мире будет склоняться к инфляционному и потом гиперинфляционному. Кто-то говорит, что в Соединенных Штатах не будет инфляции, там вообще дефляция может быть. Но может быть в Соединенных Штатах и будет дефляция, потому что инфляцию и гиперинфляцию они экспортируют во весь остальной мир. И поэтому весь мир будет расхлебывать американские проблемы. Так, друзья, ну вот, в общем-то, NASDAQ сегодня переписал максимум исторический. И теперь ждем, как и что будет происходить с этим NASDAQ, потому что вопрос в закреплении вот в этом диапазоне 13600, 14200. Если он из этого диапазона вниз уходит, то весьма вероятно вот это все движение, ну по крайней мере до 11700, оно реализуется. Да, как бы то, что идут деньги, это его в значительной мере поддерживает и гонит наверх. Но надо понимать, что сейчас близится май месяц, и середина мая она может оказаться весьма и весьма драматичной. Так, друзья, далее эфириум. Эфириум подошел к верхней границе, и ему бы сейчас, вот уже от текущих значений, немножко откатиться бы. Так, S&P, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм сегодня опять исторический максимум. Но смотрите, уже как бы рост идет такой уже, ну, как изжога можно его характеризовать, потому что вроде и растет, и в то же время объемы снижаются. И при первом удобном случае начинает все это дело активно распродавать. То есть уже как бы вопрос заключается в том, когда. Так, ну вот VIX сегодня начал расти, то есть получается как бы де-факто вот вся эта ситуация, это просто идет накопление. Так, ну индекс доллара сегодня тоже немножко пытается развернуться, но пока ключевые уровни здесь не пробиты, все эти развороты, они будут его валить, пока движение не дойдет до 89,2. То есть вот если эту линию мы в ближайшее время 91,2, 91,1 не пробиваем, то будет он, конечно, немножко подпрыгивать, но будет идти ниже. Америке нужен дешевый доллар для того, чтобы быть конкурентной. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм, оно сегодня попыталось пробить 1766, но его сразу откупили. И я могу сказать так, что если будет закрытие выше 1766, то это все движение в рамках вот этой консолидации. Если будет закрытие ниже, то вероятно уже завтра мы увидим движение на 1742. Ну и переходя на часовик, по золоту идет движение, попытка сходить на 1775 и вот здесь вот закрепиться. Данное движение сейчас вполне может реализоваться, оно не реализуется, если будет коррекционный откат и пробитие 1763. В этой ситуации весьма вероятно закрытие будет ниже 1766, и это уже будет не очень хорошо. Завтра оно тогда может попадать. Так, друзья, ну вот меня спрашивают по поводу акции Amazon. Ну смотрите, Amazon синхронно идет с NASDAQ. Взлетело оно сегодня вверх, переписало максимум исторический, который уже ранее был. И все это начинает напоминать здесь уже двойную вершину. Нет, вот максимум не переписали, немножко не дошли. Но уже здесь как бы идут, скажем так, все наметки на то, чтобы произошел коррекционный откат на 3372. Так, ну и вот часовик, он очень характерный, то есть здесь происходит раздача. Вот, и в том случае, если в ближайшее время будет сегодня или завтра пробитие 3436, то отсюда нас ждет движение. Первая цель это 3400 и потом 3372 вот сюда вот к этому значению. Сейчас пока состояние неопределенности, кто-то здесь бриллиант может разглядеть. Но я думаю, если вот этот пробой происходит 3436, то мы серьезно откатываемся. Если не происходит, то дозакуп произойдет и дальнейший улет наверх.
Но с моей точки зрения здесь ряд обстоятельств сошлись. Во-первых, то, что был такой задерг. Во-вторых, то, что конец месяца. И здесь как бы все условия для того, чтобы завтра произошел откат. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, по нефти сделали 68,5. Это была промежуточная цель. И теперь у нас вопрос стоит, будет или не будет закрепление сегодня и завтра выше 68 или не будет. Если его не будет, то мы на следующей неделе по нефти откатываемся на 66. Но есть ряд факторов, которые указывают на то, что по нефти будет дальнейшее движение наверх. В частности, это начало автомобильного сезона в Европе и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах 200 миллионов привитых, и поэтому там все дороги открыты для того, чтобы заливали полные баки и колесили по всей Америке. С учетом того, что по сути это лето получается постковидное, люди вполне могут очень сильно расслабиться и начать активно ездить и потреблять бензин, что соответственно будет хорошим стимулом для нефтяных цен. Кто-то, смотря на месячный график нефти, увидит, что сейчас идет по сути борьба с пробоем даунтренда, который сформировался с 2008 года. На самом деле, я думаю, пока о пробитии этого даунтренда речь не идет. Для того, чтобы речь зашла о пробитии этого даунтренда, мы должны сходить на 94 и там проторговаться. Так, ну и переходя на часовой таймфрейм, что у нас здесь по нефти? По нефти у нас была попытка ее отлить, эту попытку откупили. И сейчас в самое ближайшее время, если не будет повторного движения с пробоем 68-67,7, то нас ждет сегодня движение, цель которого будет потестить 68-82, вот сюда вот. Если здесь возникает пробой, то мы пойдем консолидироваться в район 67. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь если не будет отката и пробоя 1,21 на сегодня, то есть если мы сохраняемся в этом диапазоне, не пробиваем, то у нас уже сегодня вечером или завтра с утра пойдет движение, цель которого будет попытаться потестировать вот этот максимум. Если все-таки сейчас вот этот коррекционный откат приводит к пробитию 1,21, 1,2095 вот этого диапазона, то мы по евро-доллару уходим собираться с мыслями в район 1,2064. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Ну смотрите, вроде бы по нефти такое движение, а рубль начал ослабляться. Ну, две причины есть. Кто-то говорит, что ВВП США вырос и рубль из-за этого испугался. Но я думаю, здесь дело в другом, просто долларами закупились те, кому это было нужно. Так, ну и у нас сейчас на текущий момент цель движения рубль-доллар находится вот здесь на 74,9. Вот. Сейчас, если пойдет движение наверх и будет пробитие 74-75, весьма вероятно мы эту цель сделаем. Если 74-75 мы сегодня не пробиваем, то мы отсюда откатываемся, и цель этого отката по укреплению рубля составит 74,5-74,6, вот куда-то вот сюда. Друзья, ну в общем-то все, основные активы, основные моменты. Спасибо за внимание, удачных торгов, до свидания.